Вот так по русской традиции почетных гостей встречают учащиеся Костеревской детской школы искусств. Теперь ребята обучаются в обновленном здании, чему безмерно рады. В этой школе талантлив каждый ребенок. Мария Морева не только поет, но и играет на клавишных инструментах. Рассказывает, что начала заниматься здесь с 6 лет и выпускаться не хочет. Очень нравится. Спасибо большое этой школе, нашему директору, что они меня научили любить музыку. Я им очень благодарна. Капитальный ремонт в Костеревской школе длился около 4 месяцев. Рабочие трудились ежедневно. Обновили фасад здания, отремонтировали кровлю, коридор и несколько классов. Заменили 27 окон на стеклопакеты. Работы завершили раньше срока. Я действительно отмечу вклад тех, без которых мы бы здесь не находились. Конечно, в первую очередь хотел бы поблагодарить Алису Михайловну Глюкову, которая не только администрировала, обеспечивала, финансировала, но и строго с нас спрашивала по этому объекту. Поэтому мы, я надеюсь, оправдали ее высокое доверие. Про Анну Руфатовну тоже Лена Константиновна сказала, я бы назвал ее в этих обстоятельствах настоящим прорабом. Такое внимание детским школам искусств, конечно, оказывается далеко не случайно, потому что в России уникальная система художественного образования. И ничто иное, как детская школа искусств, является основой ее основ, первым звеном, которое потом дает нам выдающихся артистов, музыкантов, художников. И, может быть, сегодня среди тех, кто сидит в этом зале, вот так вот улыбаясь скромно на меня сегодня смотрит, есть те, имена которых мы потом будем называть с вами с придыханием и с гордостью за то, что они наши земляки. Я очень на это надеюсь. В такой торжественный день благодарили руководство школы и сотрудников подрядной организации. Каждый из них был награжден грамотами и благодарственными письмами главы администрации района и города Костерева. Самое главное, все довольны. Директор школы довольна, Нелли Руфатовна, и мы. Сегодня в этой детской школе искусств учатся 186 ребят. Среди отделений живопись, музыкальный фольклор, фортепиано, струнные и народные инструменты, общее эстетическое развитие. Работают различные творческие коллективы. У нас в коллективе от подготовительного класса до 9-го. Да, уже есть дети, которые выпустились и не могут распрощаться с нашим любимым делом, народным пением, и ходят по сей день. Сейчас 3 учащихся у нас готовятся к поступлению в профессиональное, да, наше музыкальное образование. Я очень рада, что у нас есть такая возможность привести сюда детей, тем более в эту дружескую семейную атмосферу. В общем, спасибо вам за внимание к нашей школе. Праздник и у учащихся детской школы искусств города Петушки. Почетным гостям показывают, как здесь красиво. Коридоры стали светлыми, а классы уютными и современными. Действительно, в нашем районе несколько музыкальных школ, и видя такие обновленные классы, хочется, чтобы наши дети в этих классах еще больше развивали своих талантов, черпали вдохновение, писали, творили. А мы будем делать все возможное для того, чтобы таких проектов в нашем районе становилось все больше. Я хочу пожелать новых успехов замечательным нашим детям и прекрасного будущего нашему городу, нашему району, нашей области, нашей стране. В школе искусств города Петушки учатся около 400 будущих музыкантов и танцоров. В этом учебном году сюда приняли на 20 учащихся больше по сравнению с прошлым. Ребята обучаются в различных отделениях. Есть детский духовой оркестр, ансамбль педагогов, танцевальные пары и многое другое.